Всем привет, с вами Гнект, и в этом видео я вам хочу показать, как заменить текстуры в играх, сделанных в Construct 2. Ну, насчет Construct 3 я не знаю, все так же компилируется как в Construct 2 или нет, ибо у меня не было возможности это проверить. Также этим способом вы можете заменить не только текстуры, но и звуки, музыку, и если в игре используется в качестве текста спрайт-фонд, то вы можете еще и заменить шрифт. Но для начала давайте я вам покажу, как определить, сделана ли эта игра в Construct 2 или нет. Если значок игры не был изменен, то значок игры будет вот такой. А если значок игры был изменен, допустим, как здесь, то в файлах игры должен быть такой файл package.env. Если этот файл есть, то игра, скорее всего, будет сделана в Construct 2, так как в этом файле содержатся все текстуры. Но если в игре, в которой вы хотите заменить текстуру, совпадают все эти файлы, кроме EXE-шника, то игра, скорее всего, сделана в Construct 2. Но из всех этих файлов нам нужен только package.env. Для начала давайте я вам покажу, какую я текстуру хочу заменить в игре. Эта игра моя, я ее делал очень давно, я даже ее когда-то опубликовал на GameJolt. Но я ее забросил по уважительной причине. Я хочу в этой игре заменить просто вот эту вот текстуру. Вот доказательство того, что создатель этой игры я, поэтому я знаю, что она сделана в Construct 2. Тут даже есть исходный код на части. Я даже не знаю, можно ли назвать это кодом или нет, но он испорчен. Плюс там он не оптимизирован конкретно. И чтобы заменить текстуру, звуки и так далее, нам надо открыть этот файл через архиватор. Но я рекомендую вам использовать архиватор... Так, я рекомендую вам использовать архиватор 7-zip. Если он у вас установлен, то у вас будет такой пункт, если вы нажмете правую кнопку мыши. Почему именно 7-zip? Потому что другие архиваторы могут просто сломать игру. Я пробовал это уже делать через WinRAR, и у меня игра просто ломалась. Поэтому лучше открывайте через 7-zip. Теперь, чтобы заменить текстуру, нам надо ее сначала найти. Но я знаю, как она уже называется. Сразу скажу, чтобы не было проблем с заменой текстур, вам надо узнать ее размер по пикселям. Если текстура в игре 100 на 100 пикселей, то, чтобы не было проблем, вам надо загружать текстуру тоже 100 на 100 пикселей. Потому что если вы загрузите, допустим, текстуру 128 на 128 пикселей, то спрайт увеличится. А если наоборот вы загрузите, допустим, 72 на 72 пикселя, то спрайт уменьшится. Думаю, вы поняли. И еще, перед тем, как загрузить спрайт, закинуть спрайт в архив, правильно будет сказать, надо его называть так же, как он называется в архиве. И теперь нам надо просто его перекинуть в архив. Здесь мы нажимаем «Да», и если все прошло правильно, то тут появится дата и буква А. Ну, может быть не буква А, я не знаю. Теперь вы можете закрывать архив, и если мы запустим игру, то текстура изменилась. Если я вам помог, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Также вы можете подписаться на мой основной канал и зайти на мой Discord сервер. Ну а на этом всем удачи и всем пока.